Россияне используют тактику двойного удара для захвата украинских городов. Сына Байдена в Кремле считают причастным к теракту в Крокус-Сити-Холле. Турция заняла первое место в рейтинге стран, где чаще всего меняют сексуальных партнеров. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. США не защитит Европу от войны, которая уже нависла над ЕС и больше не является фантазией. Боррель призвал страны приготовиться. Война, безусловно, надвигается на нас. Высокоинтенсивная война с применением обычных вооружений в Европе больше не является фантазией. Кремль качает Молдову. Глава Гагаузии вновь отправилась в Москву и рассказала о давлении. Как Башкан автономии сыграет на руку Путину. Я уверен, что этот сценарий Кремля провалится. Российский следком обвинил США, НАТО и украинскую компанию в финансировании терактов. Под прицелом сын Байдена Хантер. Проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США. Доброе утро, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Россия до конца не разобралась, но уже решила обвинить частную газодобывающую группу компаний Украины, а еще США и НАТО в финансировании терактов на территории РФ. По версии российского следкома, деньги, которые куда-то поступали, куда не уточняется, через коммерческие организации и непосредственно через компанию Burisma Holdings, дальше направлялись на террористическую деятельность. Из интересного, чем, вероятно, решили воспользоваться российские исследователи, членом совета директоров Бурисмы был сын Джо Байдена, Хантер. Речь идет о событиях десятилетней давности. Больше в Москве не называют никаких деталей. Откуда поступали деньги, кто их направлял, кому, да и какие события считаются терактами. И опять же, в российской версии ни слова об ИГИЛ, которые взяли на себя ответственность за теракт в Крокус-Сити-Холле. Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США. Причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами. И еще о террористах. Игиловцы угрожают совершить теракты во время 1/4 финала Лиги чемпионов на стадионах Лондона, Парижа и Мадрида. На одном из своих ресурсов террористы во вторник опубликовали фото с вооруженным человеком и названиями тех самых стадионов, которые интересуют исламское государство. Самое важное – это подпись «Убить их всех». Матчи, кстати, никто не отменил, а полиция работает с повышенной готовностью. Тактика двойного удара является успешной для армии оккупантов на линии фронта. Используя ее, Россия наступает на Часов-Яр. Маневры кремлевской армии анализирует эксперт Бильд по анализу открытых данных Юлиан Рёбке. Эту тактику россияне уже использовали, к тому же успешно при оккупации нескольких населенных пунктов, например, Бахмута, Авдеевки и Новомихайловки, сообщает аналитик. В битве за Часов-Яр российские войска пытаются реализовать свою успешную тактику двойного удара. Клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока. Кроме того, Рёбке говорит о проблемах у россиян с бронетехникой, из-за чего на одном танке умещают до 24 солдат. Военные аналитики также сообщают о новом методе защиты танков, которым стали пользоваться оккупанты. Они прикрывают технику защитным панцирем, вероятно, обращаясь к опыту воєнних во времена Першої мирової війни. З одного боку ясно, вони намагаються за допомогою цих одиночних проривів десь прорватися на лінію фронту, швидко висадити свою піхоту і йти штурмувати. З іншого боку, йде економія на сьогоднішній день танків і не економія людей. Тобто от у Росії такі пріоритети, а з танками дійсно є проблеми. Україна знищила величезну кількість
танків, вже можна десь партнерам думати про те, що передавати більше зброї, долучатися до того, що можна було би і зупинити Росію, і перехопити ініціативу, і нав'язати сценарій на полі бою. О будущем Украины в НАТО можно будет говорить после завершения войны. Но как и когда закончится эта война, не ясно. В США дали ответ о будущем Киева в Североатлантическом альянсе. Что касается сроков, то ничего не изменилось. Очевидно, что пока госсекретарь был в НАТО, были дискуссии по поводу Украины. Там был министр иностранных дел Кулеба, и секретарь встретился с ним. Но в течение некоторого времени мы ясно давали понять, что в конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед уже после завершения этого конфликта. Это то, о чем я уже неоднократно говорил ранее. Еще несколько дней назад, я напомню, в Киеве говорили, что США и Германия – это те две страны-союзницы Украины, которые не поддерживают идею предоставления Киева официального приглашения к вступлению в НАТО. По словам украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, Вашингтон и Берлин против, потому что боятся ответственности. Самый главный вопрос, собственно, который многих волнует, а почему Украину нельзя принимать, почему все должны быть против, а, скажем, Финляндия и Швеция занимают, я считаю, достойное место в Североатлантическом альянсе. Ответ очень неприятный, он состоит из двух компонентов. Первый – Финляндия и Швеция не являются странами, на которые Россия хочет распространить исключительно свое стратегическое влияние. То есть это соседи России, но Россия не хочет, Россия не считает их своей частью, не хочет ими управлять, не хочет им говорить, куда им идти, куда им не идти. А Украине хочет, и нежелание Соединенных Штатов и Германии, чтобы Украина вступала в альянс, означает, что они признают вот это вот исключительное влияние России, и что Россия должна определять, куда Украина идет, а куда нет, признают это как факт. Вот это уже очень неприятно. А это значит, что Соединенные Штаты готовы идти Путину на уступки. Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул вновь отправилась в Москву и вновь просит помощи у РФ. На этот раз с Путиным не встречалась, но пропагандистам решила рассказать, что находится под давлением. В Американском институте изучения войны считают, что Кремль держит в фокусе своего внимания Молдову и будет раскачивать ситуацию в регионе с помощью в том числе и Гуцул. Аналитики называют ее пророссийским игроком, который будет участвовать в дестабилизации ситуации в республике. Целей несколько. Помешать Молдове стать членом ЕС, а возможно оправдать будущие гибридные или же обычные операции против Молдовы. Большинство граждан Республики Молдова прекрасно осознает, что для нас европейский путь — это шанс на мир, да, даже с учетом того, что мы не вступаем в НАТО. И более того, я общаюсь со многими людьми в гагаузской автономии, которая Илон Шор считает, что он ее просто-напросто купил и пытается использовать гагаузскую автономию путем превращения ее в что-то подобное Донецк-2. Но там среди рядовых жителей автономии нарастает тревожность. Они не хотят быть пушечным мясом Илона Шора и кремлевской комарильи, да? И поэтому я уверен, что этот сценарий Кремля провалится, невзирая на эти провокации на левом берегу Днестра. Кстати, 10 апреля в среду Майя Санду приедет в Гагаузию. Ее встреча носит рабочий характер. А встречаться с Гуцул, которая совсем недавно подала на нее в суд, Санду не собирается. Большая война в Европе уже не фантазия. Главной угрозой для ЕС является Россия, и поэтому Евросоюзу надо подготовиться к этому противостоянию. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что отрицать такой сценарий нет смысла. Но когда именно может произойти эта война, Боррель не говорит. Но ранее спецслужбы европейских стран предупреждали и о том, что РФ достаточно до 10 лет, чтобы подготовиться к возможному конфликту.
Нам брошен вызов, и поэтому я говорю, что следующий шаг, или следующий акт, или европейский проект будут очень сильно связан с построением общей безопасности и обороны. Мы не говорим, что война начнется завтра, но мы должны заставить наших граждан понять, что американский зонтик, который защищал нас во время холодной войны и после, не может быть открыт все время. Мы не можем постоянно полагаться на поддержку американцев и американский потенциал для нашей защиты и быть зависимыми от того, кто правит в Вашингтоне. Мы должны наращивать наш общий потенциал. Мы должны построить нашу собственную ответственность. Может быть, более подходящее слово — это стратегическая автономия. Война, безусловно, надвигается на нас. Высокоинтенсивная война с применением обычных вооружений в Европе больше не является фантазией. И, наконец, о любви. Всемирный фонд народонаселения подсчитал, в каких странах люди имеют самое большое количество сексуальных партнеров за жизнь. На первом месте оказалась Турция с показателем в 14 партнеров за жизнь. На втором месте Австралия, на третьем Новая Зеландия, 13 сексуальных партнеров. Россия оказалась в середине этого рейтинга. За жизнь через постель россиянина или россиянки проходит 9 секс-партнеров. Нелюбителями у тех оказались вьетнамцы, китайцы и жители Индии. Они в конце этого рейтинга. Согласно опросам, у жителей этих стран за всю жизнь бывает только 3 партнера. Опрос проводился в 46 странах. Статистики из Беларуси и Украины от Всемирного фонда народонаселения нет. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором нашего канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.